Амар был маленьким мальчиком, оставшимся сиротой в мусульманской семье. Его родители отказались от него вскоре после рождения из-за тяжелых жизненных обстоятельств, экономических трудностей и социальных предрассудков. Он принадлежал к отвергнутой группе, которая считалась неприкасаемой. Мальчик с самых ранних лет жил на улицах Карачи, выпрашивая милостыню, чтобы как-то выжить в обществе, которое чаще всего отвечало на его просьбы равнодушием и презрением. Никто не обращал внимания на то, что внутри него была скрыта большая сила, способная, возможно, однажды изменить его судьбу. Он знал, что родился с абсолютным слухом, редким даром, позволяющим ему воспроизводить практически любой звук, услышав его всего один раз. С юных лет Амар начал использовать свой музыкальный дар на улицах. Он пел простые песни, которые сам сочинял, обменивая их на несколько монет. Он мечтал, что однажды те, кто сегодня смотрит на него свысока, будут аплодировать ему на сценах всей страны. Он и представить не мог, как близко окажутся эти мечты к реальности. Хотя прохожие начали замечать его как мальчика с удивительным голосом, Амара мучило то, что он не мог подыгрывать себе на инструменте. Его мечты выходили далеко за рамки уличного пения, и он знал, чтобы достичь успеха, ему необходима гитара. Но ежедневные крохи, которые он собирал, едва позволяли ему питаться, не говоря уже о покупке инструмента. Однажды ночью, возвращаясь в заброшенный переулок, где у него был старый картон вместо постели, он прошел мимо городской свалки. Его взгляд упал на старую поломанную гитару. Для других это был мусор, но для Амара это был ключ к мечте. Несмотря на отсутствие струн и сильные повреждения, он понял — самое трудное уже позади. Без учителей, без поддержки, но с врожденным музыкальным чутьем Амар восстановил гитару. Он собрал струны из мусора, починил корпус и в течение года днем, прося милостыню, а ночью, обучаясь игре, он начал осваивать свой инструмент. Как только он почувствовал, что может уверенно играть, он начал выходить на улицы не только с голосом, но и с гитарой. Его песни стали более выразительными, и слава о нем распространилась далеко за пределы знакомых переулков. Каждый день он собирал все больше монет. Вскоре ему удалось накопить на дешевую гитару и снять маленькую комнату на окраине города. Прошло 5 лет. Амар больше не пел в пыли и грязи уличных перекрестков. Теперь он выступал в маленьких ресторанах, где его слушала благодарная публика. Он мог покрывать свои базовые потребности, но чувствовал, что застрял, мечты были выше. Он знал, если хочет настоящего признания, ему нужно идти дальше. Однажды он принял решение — оставить все, чего добился в этом городе, и отправиться в столицу Исламабад. Там зарождалась музыкальная индустрия страны. Там были новые голоса, новые имена и, возможно, новые шансы. Он покинул свой уют, чтобы начать все с нуля. В Исламабаде он быстро понял — одного таланта недостаточно. У него не было ни образования, ни навыков чтения и письма. Его жизнь на улицах лишила его школы. Он едва умел считать, чтобы не потерять собранные монеты. Но он не сдался. Амар записался на вечерние курсы грамотности для взрослых. Иногда он приходил в класс усталый до предела, с загрубевшими руками и пыльной гитарой за спиной. Его глаза щурились от неонового света, но в них горел тот же огонь. Он был самым старшим в группе, и все знали — он поет. И не просто поет, он живет в песне. Именно там, среди простых взрослых, пытавшихся научиться тому, чего их лишила жизнь, он встретил Зухру, молодую женщину с юго-востока страны, тихую и внимательную. Она работала в пекарне, но мечтала о музыке с детства. В ее голосе была мягкость, в глазах — понимание, а в сердце — удивительная способность видеть не то, кем человек стал, а кем он может быть.
Сначала ее поразил его голос, потом его стихи, а потом он сам. «У тебя в голосе боль», — сказала она однажды после урока. «Но в этой боли что-то чистое, как детство, которое ты, кажется, не успел прожить». Она стала не просто первым настоящим слушателем, но и, впервые в жизни, тем, кто верил в него без условий. Несмотря на усталость, несмотря на ночные смены в пекарне, Зухра каждый вечер находила время, чтобы стоять рядом с Омаром, когда он пел на улицах. Она сидела на бордюре, закрывая глаза, когда он исполнял новую песню. И каждый раз, когда прохожий кидал монету в его старый футляр, она улыбалась, как будто эти монеты приближали их обоих к чему-то большему. Его имя становилось все более узнаваемым, сначала в кафе и ресторанах, а затем и в концертных залах столицы. Но даже тогда, когда публика впервые хлопала стоя, Омар все еще чувствовал себя мальчиком с улиц, которого не замечали. «Ты уже не на обочине», — шептала Зухра после выступлений. «Ты в центре сцены. Ты просто еще не понял этого». Лучшие продюсеры страны начали посещать эти места в поисках новых талантов. Омар знал, ему нужна лишь одна возможность, и эта возможность появилась в день рождения Зухры. Омар сочинил для нее свою самую красивую песню, вдохновленную не нуждой, а любовью. Он пригласил ее на ужин в кафе, где раньше работал, и попросил владельца разрешения исполнить свою песню. Он не знал, что в этот вечер в кафе праздновал день рождения дочери один из главных продюсеров крупнейшего звукозаписывающего лейбла Пакистана. Его старшая дочь была настолько поражена песней, что убедила отца подписать с Омаром контракт. На следующий день Омар пришел на лейбл с подборкой своих лучших композиций. Продюсер был потрясен. Как такой талант мог оставаться незамеченным? В течение месяца был подписан контракт. Спустя несколько месяцев Омар уже играл на национальном радио. Его знала вся страна. Менее чем за год он купил дом в элитном районе Исламабада. Он и Зухра поженились вскоре после выхода его первого альбома. Его мечта стать известным музыкантом стала реальностью. Но на этом Омар не остановился. Он решил посвятить себя продюсированию молодых талантов, таких же, каким был когда-то он сам. Став музыкальным продюсером, он собрал под своим руководством одних из самых известных музыкантов страны. За 20 лет его карьеры через его руки прошли десятки молодых звезд, а история Омара стала вдохновением для тех, кто, несмотря на трудности, продолжает верить в себя. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.